Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы. Расклад Таро. Что случится, что произойдет до конца февраля? Давайте с вами узнаем, что ожидать. И этот расклад я решила сделать срочно, раньше, сменив график. Обычно в самом конце месяца я публикую такие расклады без сфер жизни, поэтому тут немножко переношу. И в последующем с 20 по 30 на следующей неделе я сделаю такой расклад по определенным сферам жизни. Но мы сейчас с вами проживаем очень важное время, такое, почему и такой срочный расклад, когда нам действительно может быть важно что-то услышать или обдумать какую-то ситуацию, поскольку вторая половина февраля богата на планетарные транзиты, время перемен, в котором мы с вами живем. Поэтому самое главное, будем милосерднее и добрее к самим себе, к собственной душе. Жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Давайте узнаем, какие же карты вам выпадут. И рассмотрим карты, выпавшие с позиции позитивной психологии, с позитивным мышлением. Итак, первая карта. Что случится? Что произойдет до конца февраля? Как может быть кульминация или главное событие, которое вам нужно, вот так вот заглянув в будущее, предусмотреть, чему придется уделять внимание, может быть, больше. Что вас удивит или что будет для вас неожиданно? Может быть и что, а может быть и кто, я такое тоже допускаю, с чем это будет связано. И к чему приготовиться, к чему все идет до конца февраля. Вот эти три карты. Что скоро изменится? А возможно резкие какие-то перемены, неожиданные опять же для вас. И что будет дальше, что будет продолжаться. И достанем карту совет. Итак, давайте смотреть, близнецы. Так что же там случится, что произойдет? Вот тебе раз, какое-то разочарование. Но девятка мечей, это, знаете, иногда инсомнию. Поэтому, может быть, у кого-то буквально бессонница. Есть тема, которую вы уже, как мы говорим, голову сломала, решения нет. Полночи думаем, на утро разбитые просыпаемся. Вот бессонница сама по себе. Это карта искаженного восприятия, да. Мы как будто подзастряли. Вообще вот есть какая-то тема, которую вам нужно решить. Но вот ведь не задача в том, что мысли крутятся в каком-то шаблоне. Мы как будто подзастряли, мы хотим, может быть, чтобы было так, как мы хотим. В жизни такого и не всегда бывает. Давайте раскроем. С чем связана эта ситуация? У кого-то банально усталость, правда, у кого-то много работы. Поэтому до 7-го пота, так это точно, до упаду работать не стоит. Тут нам говорят, что ты слишком много на себя взвалил. У кого-то это будет в работе, а у кого-то, может быть, это информация. Когда вы себя как будто рассредоточили, пустили в тираж по многим-многим направлениям. Ведь эта карта всегда говорит о чем? Делегируй. Вот есть явно у тебя, близнецы, какие-то вопросы, которыми тебе не нужно заниматься. Это как дорога в никуда. Ты себя будешь снова и снова возвращать и в замкнутое пространство, и как будто ты не видишь, что солнце-то вообще-то восходит. У вас на кону собственное благополучие, мои дорогие. С чем это связано? Вот все то, что я сказала. Я надеюсь, все правильно понимают, что 13-й старший аркан это не говорит именно буквально смерть. Это карта трансформации. Вот вы проходите трансформацию, что это означает? И, может быть, для начала, с учетом выпавших карт, нам говорят, что ты рассредоточил действительно свое внимание. Может быть, это ты считаешь, что вот вы считаете, да, вот эту задачу должны выполнить это вот лично вы, или кому-то помогать, или в чем-то участвовать, или вам, может быть, многое интересно. Но, видимо, до конца февраля нужно себя сконцентрировать на одной какой-то задаче. Потому что 13-й аркан выпадает, это старший аркан. И он всегда говорит о событиях, которые вокруг вас. Это может быть событие на работе, которые не вы не начинали, инициировали, но каким-то образом вам нужно на это откликаться. Это могут быть какие-то условности по документам. Это могут быть какие-то еще, может быть, обстоятельства. Тут у каждого что-то свое. Но опять же, там не надо участвовать. Вот явно все три карты нам говорят, ты подзастрял в том, что для тебя не имеет значения, что надо было уже давно отпустить. Мне очень нравится, кто смотрит мои расклады давно,
13-й старший аркан в колоде ангелов называется Лашарандар «Отпускай». Вот вам нужно отпустить. Это ключевое событие. Вот подумайте, что случится, что произойдет. Ну вот что тут отпустить? Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Словами Клаудио Пенера. Есть то, в чем не надо участвовать. Да на кону вы посмотрите, мало что солнце восходит, туз кубков. Может быть, и есть какая-то задача, которая именно касается любовной истории, личной истории, да? Может быть, это вы тут как-то так себя чувствуете несколько неуютно, или какая-то история вам надоела. Но вам тут нужно и решить, и решиться на что-то. Потому что на кону ваше счастье, причем личное счастье. Может быть, это даже через достижение, но все-таки 5 кубков – это когда мы ждем того, кто не придет. Или мы ждем, ну, как что у нас мы, может быть, завершим какие-то дела, в которых вы участвуете. А тут половина, как минимум, если не какая-то большая часть, где вам вообще и участвовать-то не надо. Оно как будто, знаете, или люди вам потом не скажут спасибо, либо, в принципе, на ваше благополучие это никак не влияет. Может быть, сама по себе туз кубков карта говорит, тебе сейчас личной жизнью даже нужно заняться. Может быть, и так. Подумать именно, по крайней мере, об этом. Может быть, вопросы дома у кого-то. Выбор. Тут выбор, вопрос стоит. Поэтому, вы знаете, вот вы хотите что-то осуществить. И кто-то хочет быть с определенным человеком, а кто-то хочет именно попасть на определенную работу. Но есть некоторые условности, либо вы себе говорите, нет, я подожду. Или вот я сначала сделаю что-то одно, а потом вот я переключусь на этот вопрос. Поверьте, мои дорогие, вы себя как в угол загоняете, вот в такой. И это потом никогда не наступит. Оно может наступить в один момент, очень быстро. Но это зависит от вашего решения, от вашего выбора. Делайте этот выбор душой. Обратите внимание. Наша ведьмочка, колода ведьмочек, она бросает дротики, но ножи, как бы, да, двойка мечей, вслепую. Выбор на уровне интуиции. Слушайте ваше сердце, слушайте вашу душу. Давайте откроем вторую карту. Что же вас удивит? Или появится неожиданно что или кто? Вопросы семьи, вопросы пары. Вот мало что нужно какое-то решение принять относительно вас. Так у кого-то и вопросы дома, непосредственно жилья, вопросы взаимоотношений. Все-таки взаимоотношения – это точно. Что вас удивит или будет для вас неожиданно? Скорости карта. Ну вот как только мы, наверное, перестаем, да, вот ожидать. Тут смотрите, как 9 мечей. Даже милый котик успокаивает нашу девушку, как будто, видите, тут и куча дневников исписанных, смятая постель, сплошные ножи, вот, да. И девушка даже не видит, что вокруг нее происходит. Она именно, куда она смотрит? Она смотрит вглубь себя. Какая-то ненужная глубокая философия, да даже не на мелком месте, а на прошлом. А тут будущее. Ведь эта карта тоже трансформация, добрая трансформация. Это какой-то момент будет неожиданно, как получение известия. Для кого-то из вас этого известия с какой-то новости. Может быть, это даже новость, которую вы в средствах массовой информации слышите, или ваше важное решение. Вот как только вы решили, и у вас прямо вот сразу невидимый механизм добрых перемен запускается. Не потеряйте время, мои дорогие. Вот вам тут нужно, правда, не просто определиться, а сказать вот прошлому нет. Вот именно отпустить что-то. И к чему это все идет, к чему быть готовому. Очень часто по королю Пентакли, ну, может быть, у кого-то конкретный, мне не обязательно, что король, это может быть и девушка, женщина, да, не обязательно мужчина. По полу все-таки мы карту не рассматриваем. Может быть, это вот к чему все идет. Решение нужно принимать, как и по семье, иногда это наши близкие. Ну, может быть, и конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, телец, Дева, Козерог. По этой карте мы можем точно так же и по деньгам принимать решения. У кого-то это может быть закрытие кредитов, а для кого-то решение может быть и в бумажных вопросах, может быть в банке или наоборот, взять ипотеку. Но это карта благополучия. Причем надежности, надежных партнеров. Те, которые нас готовы сопровождать, а не на какую-то одну, две, три, пусть даже эмоции, да. Но когда вот наше внимание, наша жизнь, она не подчинена вот какому-то короткому моменту, который как вспышка, а потом за этим
Или ничего в лучшем случае не остается, или выжженная пустыня. Вот вам туда не надо. Вам нужно именно в сторону надежных людей. Что будет продолжаться? Тут, скорее всего, и вы будете хотеть чего-то более стабильного, мои дорогие. Для кого-то из вас внутренние перемены проходят до конца февраля. И это может быть как и какое-то важное решение, когда жизнь буквально в феврале начинается с правильной ноги. И вы можете какое решение принимать по части личной жизни. Также у кого-то вопросы дома, вопросы пары, вопросы, возможно, переезда или каких-то поездок. И я могу предположить, что как только вы примете какое-то решение, у вас как вихрь каких-то перемен даже закружит с вас. Или, знаете, когда придется совершить, может быть, мелких много поездок, да? Ну, давайте достанем еще одну карту. Король Пентаклей. Так к чему же это все идет, к чему приготовиться, как будто приготовиться точно к более стабильному периоду жизни. Или приготовиться к тому, чтобы окружить себя вот такими надежными людьми, какая-то добрая дружба, взаимоотношения. Вот весь ряд начался с карты искаженного восприятия. И обратите внимание, явно есть какая-то история, которая требует ваших действий и вашего однозначного решения. Ну, не может быть это, знаете, как-то ни шатка, ни валка, или шаг вперед и 2-3 шага назад. Всегда любая тройка – это карта будущего, но тройка мечей, вот она очень в этой колоде красноречиво говорит, да, какое тут будущее. А вас в прошлом нет, вот понимаете, есть что-то, что уже в прошлом не имеет значения. Вы как будто уже оставили какую-то историю, вы приняли уже какое-то решение. Осталось именно продолжить так, как просит ваша душа. Вот именно так хочется сказать. Смятая постель, да? Разлитые чернила. Или вот этот исписанный дневник. Много мыслей, много размышлений. И вот в этой колоде вот эта аффирмация, когда словно 3 меча. Вот в этот макет сердца. Сердце уже не болеет. Да, вот, может быть, останутся шрамы, как вот эти пятна от чернил, да, но, значит, вам будут вовремя напоминать о том, что какую-то ошибку мы не должны повторить. Вот, может быть, для кого-то это именно и касается семьи, взаимоотношений, но, тем не менее, мы смотрим в будущее, а не в прошлое. Об этом все карты, все то, что я сказала. Давайте узнаем, что скоро будет меняться или изменится. А, возможно, изменится резко, как-то внезапно. Ну, правда, только стоит захотеть, мои дорогие близнецы. 4 жезлов, праздник после победы. Иногда это карта дома. Может быть, это у кого-то на кону переезд, или вы хотите переехать, у кого-то купля-продажа недвижимости. То тогда я могу предположить, не быть таким, знаете, несговорчивым, потому что отпускай. Может быть, придется подвинуться в цене. Может быть, то, что вы будете покупать, это не то, что вот совсем какая-то ваша мечта, идеальная, будем говорить, а тоже придется где-то, ну, принять некоторые шероховатости или, ну, некоторые моменты, когда, ну, вот в реальности жизнь нам диктует что-то свое, но самое главное, вы потом останетесь довольны. Вам еще будет очень важно не упустить какой-то момент все-таки, мои дорогие близнецы. Об этом говорит 8 жезлов. Вот сейчас как будто энергия божественная, да, судьбоносная на вашей стороне. Тут и победа, тут и праздник. Это, по сути дела, карта счастья, карта дома. Это благополучие. Вот, по сути дела, 10 кубков. Но если тут мы говорим эмоции, ну, тут наряду с эмоциями еще что-то либо документальное, либо что-то материальное идет. Поэтому что скоро изменится и резко. Стоит только вот принять решение, да, и действовать, как будто не предавать свою мечту, не предавать самого себя, не распылять внимание на какие-то условности или на то, что в принципе, может быть, и кто-то вас пытается, да, к чему-то склонить, уговорить, не собирать, к примеру, общественное мнение, сколько людей говорят, столько мнений, а услышать, что же ваша душа вам шепчет. И что же будет дальше? А вот сейчас мы узнаем. 2 карты искаженного восприятия. Что будет дальше? Вот по этой карте, ну, мы все разные. Кто-то не сможет принять решение однозначно или
Кто-то не захочет, кто-то оставит все как есть или скажет: нет, я еще подожду. Поэтому есть все-таки риск по 8 мечей. Ну вот если мы сами не решились, то вот ничего и меняться не будет. Что будет дальше? Карта приглашает нас как будто вдохновиться, мои дорогие. Паш кубков – это про вдохновение. Здесь у нас Паш художник. Какая-то радостная весть, мои дорогие, правда, близнецы. Что же будет дальше? И еще у нас туз мечей. Так вот дальше, вот если вы как будто вдохновение вам, кстати, помогает. Или люди, которые вам приносят вот это вдохновение. Поэтому тут и надежные люди, и те, которые умеют создать заботу, уют, ну, какой-то, знаете, вот как символ надежности рядом с ними вы чувствуете себя в безопасности. Вот у кого-то внимание может быть так. И тогда нужно принимать решения. Здесь душа вам дает подсказки, как нужно действовать. И я вам скажу, что будет дальше. Пока ты не выйдешь вот из этого лабиринта, я часто говорю по тузу мечей, это как карта выхода из лабиринта. Но мы должны, правда, сами тут с чем-то проститься. Понимать, что нас ведь ничто, по сути дела, не держит. Этой девушке кажется, что она связанная, так она и не видит ничего. Она опять же смотрит вглубь самую себя. Поэтому, ну вот какая-то очень важная составляющая, мои дорогие близнецы. Как минимум, ну, наверное, пелена с глаз должна спасть. Давайте мы спросим совет от карт. Ну, опять же, нам про вдохновение, про радость, про романтику, про путешествия, про то, что, может быть, для кого-то из вас какая-то долгожданная встреча, может быть, и в этот период, до конца февраля. Как только мы, словно, может быть, да, вот тут договориться надо, может быть, помириться кому-то нужно. Я такое не исключаю. Для кого-то долгие отношения, но, может быть, в последнее время зашли в тупик, и вы не знаете, что с этим делать. То тут делать что? Тут надо действовать по-другому совершенно. И тогда для вас как будто вот эта пятерка кубков сменяется сразу на радостный туз кубков. Тут даже два выбора, по сути дела, идут. У кого-то этот выбор на уровне чувств, эмоций, а потом он будет касаться чего-то более материального. Ну, пусть даже два выбора, один за другим, который следует, но дальше-то вы посмотрите. То есть должна какая-то метаморфоза, которая была в вашей жизни. Может быть, она и была связана с какими-то ошибками, может быть, вашими, может быть, конкретного человека. Но, вы знаете, если есть, вот все же я тут вижу, у кого-то личная жизнь – это тема номер раз. Почему? Есть такая поговорка: если хочешь идти быстро, иди один, а если хочешь идти далеко, иди с кем-нибудь. Так вот этот кто-то явно для вас будет очень важен, потому что это как единение души, умение смотреть в одном направлении. Это как надежный человек, обустроить свое жилье, дом, благополучие. Вот какие для вас самые важные вопросы, нежели мы распыляем свое внимание. И, может быть, у вас всегда много интересов, вы тем и отличаетесь, как интеллект и любопытство к жизни. Но, видимо, мои дорогие близнецы, до конца февраля вам нужно какую-то ситуацию все же стабилизировать. Давайте еще одну карту совет. Здесь нужно, вот на самом деле, карта информационного хаоса. Все то, что я сказала. Здесь не нужно идти в сторону, знаете, новизны. Здесь я могу, кстати, предположить, у кого-то из вас новое знакомство, которое такое захватывающее. Тогда карта будет подсказку давать, что «а так ли тебе это надо?» У тебя вот не количество важно, а качество. Потому что количество тебе только сумбур и раздрай в собственную душу, вот как этот информационный хаос. Может быть, кто-то из вас даже и может вот тоже столкнуться с таким, если новое совершенно знакомство, то с тем человеком, который ненадежный. Помечтать, поговорить, да, это прекрасно. Но если мы говорим о чем-то более существенном, нет, так тут не бывает. Потому что человек, пока ему с вами интересно, или пока он в вас видит интерес, да, он где-то будет с вами общаться. Как только интерес сместится в другую плоскость у человека, он даже вас не побеспокоится предупредить о чем-то. Поэтому тут в вашем окружении явно есть ненадежные люди. Ну и информации слишком много, она превратилась в какой-то сумбур. А тем не менее, смотрите, карта сила. Вы что-то точно знаете, как кодовое слово, или вы знаете, чувствуете точно сердцем, куда вот как это направление.
и карта критического мышления. Может быть, именно критическое мышление вам помогает решить какую-то злободневную тему или вопрос. У кого-то жилье, у кого-то, может быть, и вопросы работы. Договариваться придется, примириться можно, мы об этом говорили. Опять же, карта надежности, стабильности, силы. И говорит нам карта, у тебя достаточно, близнецы, сил и физических, и интеллектуальных, чтобы решить какую-то задачу. Ведь лев – прообраз нашего эго. Мы словно причесываем наше эго, чтобы, ну, может быть, важные диалоги какие-то совершить или принять ту реальность, которая сложилась, хотя вы в большинстве своем реалисты. Но, может быть, знаете, даже реальность для нас будет вот таким сумбуром, когда мы какую-то сверхзадачу перед собой ставим. Или когда очень много составляющих, вот как эти 10 метел. Нам одна нужна, а не 10, поэтому как минимум 9 нужно сбросить. Так вот, что вы будете оставлять в прошлом? Вам как будто задача приобрести, ну, может быть, для себя окончательно выяснить. Вам нужно это четко понимать. У вас все получится, а у кого-то на кону страстная любовь. Почему нет? Для вас, мои дорогие девочки, у вас сильнее позиция, правда? Это карта женской силы, энергетика, как у мага. Мои дорогие мужчины, для кого-то из вас здесь может быть такая вот аналитика, да, в отношениях, когда есть и женщина, с которой вы страстно хотите, мечтаете быть. Но как-то, видимо, не договорились. Есть вот эта путаница. Может быть, и вам до конца февраля как минимум нужно прояснить. Ведь отношения всегда складываются, да, у вас карта семьи. Но тут больше мы думаем о стабильных отношениях, не на короткий период. Где-то в этом нам говорят подсказки в первую очередь. Но и будет зависеть, как вот взаимодействие, это желание двух людей. Это не только я хочу, а это надо, чтобы и оппонент как бы хотел. И вот тогда мы можем договориться. И тогда вот у вас как будто и счастье, и радость, и праздник после победы. Поэтому прояснить какую-то историю явно тут нужно. Вот решить и решиться. И тогда жизнь будет играть совершенно разными красками. Радовать вас. Счастье, да, благополучие. И лабиринт какой-то закончится. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео и пишите мне душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, особенно последние, это как петля реальности, да. Ну вот я все ссылки оставлю в описании под видео. Переходите на мой телеграм-канал, я вам буду искренне рада, а я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.